Привет! Сегодня я решил показать вам свою мастерскую, устроить некий рум-тур по тому месту, где я работаю. Идея мастерской родилась тогда, когда началась пандемия, и все сели по домам, и особо выходить было из дома нельзя. И тут неожиданно зачесались руки, мы решили перестелить дома ламинат, который давно испортили, одну планку ламината. И с супругой решили это сделать самостоятельно. Все вот это движение вылилось в то, что мы перекрасили дома стены, нарисовали принт. Я сделал дочерям новые кровати собственными руками. Потом неожиданно обнаружилось у себя в подвале дома помещение примерно 30 квадратных метров. И решил его обустроить. Решил здесь сделать мастерскую, такое место силы, где можно в любое время спуститься и что-то сделать, не разводя грязь, пыль, стружки у себя в квартире. Как раз это место специально для этого было как будто создано. Единственный здесь недостаток – это то, что здесь нет окон, но в принципе их и, наверное, даже к лучшему, что их здесь нет. Вот. И как и любой театр, мастерская тоже начинается с вешалки. Вот, это один из моих первых проектов. Я думаю, если вы давно подписаны на мой канал, то, наверное, уже видели, как я ее делал. Она получилась, мягко говоря, странной, но симпатичной и занимает свое почетное место в моей мастерской. Ей пользуюсь, она, в принципе, очень удобная. Вот, тут еще стоит очень штука, которая здесь, в принципе, быть не должно. Это мольберт с подрамником. У меня супруга делает иногда брошки из дерева, расписывает их вручную. И на этот мольберт мы, когда выезжаем на маркеты какие-нибудь, ярмарки, мы вывешиваем сюда эти брошки. Они очень классно смотрятся и удобно показывать эти брошки покупателям. Штука такая громоздкая, и в машину-то не всегда лезет. Вот пока стоит здесь, ждет очередного маркета. Еще хотелось бы рассказать о входной двери. До того, как я здесь сделал мастерскую, в этом помещении был хозблок. Он, наверное, здесь годами находился. Все это помещение было завалено какими-то столами, каким-то хламом, мусором. И здесь была такая плотная, обшитая оцинкованным металлом дверь. Но в месте, где замок, он был уже не раз был вырван, раскурочен, и мне пришлось ту дверь заменить. И благо в соседнем помещении как раз эта дверь стояла, это помещение тоже не было задействовано никем. Я позвал по объявлению сварщика, мы выдернули оттуда эту дверь, поставили сюда, правда пришлось поставить наоборот. В принципе, вполне себе годно здесь стоит. Как я уже и сказал, здесь в этом помещении раньше был хозблок, и я считаю, что мне повезло. Здесь было много всякого барахла, но среди этого барахла было очень много мебели. Было очень много листов ДСП, фанеры и даже частично какие-то столы. По-моему, там кухонные гарнитуры, что-то такое. Я их сразу же решил не выбрасывать. Немного подумав, решил, что сделать из них небольшие верстаки. Как раз они у меня расположились в нижней части. Я их чуть попозже покажу покрупнее. Вот. А верхнюю часть, чтобы было побольше эстетики, посимпатичнее было работать, решил украсить большими листами ОСБ. На него навешивать инструмент. Вот. Ручного инструмента у меня пока еще не так много, в процессе заполнения пока. Вот. И решил все повесить сразу на свои места, чтобы было удобно, чтобы можно было в любой момент дотянуться рукой, взять нужный инструмент, а не перерывать там какие-то ящики. Как правило, в ящиках самый нужный инструмент, он оказывается всегда внизу, и это не очень удобно. Когда инструмент висит на своем месте, всегда удобно и способствует производительности и аккуратности. Внизу находится вот эта часть старого кухонного гарнитура, что-то пришлось поменять. Не у всех столов были двери. Вот, купил петли и поставил их на место. Вот. Единственное, не доделал здесь выдвижные шкафчики, но пока инструментов не очень много, они мне не очень нужны, я их задвинул, они так и стоят. По поводу столешниц. Решил купить десятку фанеру и постелить как основание, выровнять все столы в один уровень. Хоть это сейчас и основная рабочая поверхность моя, но требований к этому столу пока не очень много. Поэтому я даже эту фанеру наглухо и не прикручивал. Пока
просто положил сверху, и она под собственным весом хорошо держится. Ну, может быть, парочку саморезов я закрутил с нижней стороны, чтобы она не ездила. Вот, а так она, в принципе, не закреплена. В верхней части под потолком я решил сделать небольшой антресоль и совместить ее, вот повесить козырек и повесить туда лампы, светодиодные лампы, чтобы освещали равномерно рабочую поверхность. А сверху уже можно было поставить какие-то там лакокрасочные банки, бутылки, тюбики с клеем, морилки на водной основе. В общем, все, что можно туда по высоте подходит, я запихиваю туда. Оно очень наглядно лежит и очень удобно оттуда это брать. Хочется сказать по поводу хранения ручного инструмента. Когда-то где-то я видел в интернетах, есть такие системы универсальные. Крепишь к стене панели, они бывают разных цветов, и на них уже надеваешь маленькие системы крепления, чтобы удобно было вешать инструмент. Пока что я до этого не дорос, и инструмент не так много. Пока решил весь инструмент решил крепить на обычные деревянные чопики. Или восьмерки это, или десятка. Примерно приложил как, чтобы симпатично и удобно держалось. Просверлил отверстие для чопика и посадил на клей. Все прекрасно держится. Ну, единственное, если сильно ударить по столу, то какая-нибудь линейка может упасть. Ну, опять-таки ее быстро можно повесить на место. Если вблизи рассмотреть, то вот отвертки, все плоскогубцы очень хорошо, удобно крепятся. Отдельно хочется сказать об этой нише. Ну, я думаю, уже и так понятно, здесь должна быть торцовочная пила. То есть, я даже выбрал модель, это Metabo. Положительные на нее отзывы в интернете. Но место, расстояние по высоте, чтобы было вровень подошвы, я уже рассчитал, выверил, ее осталось купить, поставить, и она здесь будет замечательно стоять. Так как пила с протяжкой, то как раз вот эта глубина столешницы должно хватить, чтобы она здесь хорошо стояла удобно, и ей было удобно работать. Ну а за моей спиной, это у меня предмет особой гордости, стена с системой французских планок. Я когда подглядел эту идею в интернетах, она мне очень понравилась. Очень универсальная штука. Сделал ее очень быстро и для электроинструмента, чтобы он был всегда под рукой, чтобы он был всегда на своем месте, чтобы его было удобно брать. Эта штука очень классная. Очень всем горячо рекомендую. Одна из первых моих полок для системы французских планок – это полка для электролобзика. Сделал ее буквально за час, может быть даже меньше, из обрезков старых фанеры. Вообще, в чем плюс этой системы, можно все это хоть переделать, хоть каждый день можно переделывать эти штуки. Они практически ничего не будут стоить. И очень удобно их менять местами, передвигать, навешивать на другую стену. Место для инструмента можно выбрать самое подходящее, самое идеальное, и инструмент там будет находиться. Еще одна полочка, которую я сделал, одна из первых, это болгарки мои. Она маломощная, и я ей очень редко пользуюсь, но решил, что раз уж она есть, чтобы не лежала, не пылилась в столе, пусть будет на видном месте. Я иногда ей наброширую дерево с помощью вот этой насадки. Один из немногих инструментов, на который я не делал обзор, это болгарка. Штука настолько простая, что я даже не знаю, стоит ей внимание уделять или нет. Брошировать вот этой штукой очень удобно. Ну, как-нибудь я отдельно об этом расскажу. Но я считаю, что нет смысла мне заново показывать все эти полочки. Просто посмотрите общий вид. Практически обо всех своих инструментах уже рассказал в своих обзорах. Если что-то появится, я обязательно расскажу о новых своих инструментах. Пока что хочу еще раз похвалить свою систему французских планок. Очень не жалею, что я ее сделал. Штука классная и практичная. Всем рекомендую, у кого есть мастерская. Дальше, если двигаться опять против часовой стрелки. Это у меня угол для моих будущих проектов. Вот, кстати, стоит стол, вернее, 2 стола и столешница. У меня здесь 2 старых стола. Наша подруга семьи попросила меня отреставрировать, вернее, эту мебель. Скоро появится новые видео, как я этим займусь. Обязательно вам об этом расскажу, что из этого получится. Дальше идет полочка, стеллаж, который я сделал из обрезков материала, который остался у меня от прошлых хозяев. Пока что она забита всякой ерундой. Полок много никогда не бывает. Когда-то она пригодится, и она сейчас просто стоит и ждет своего часа. Наследство от прошлых хозяев, 2 флага, российский, чувашский. Вот. Это
Тоже один из моих проектов, это лобзиковый стол. Я его периодически достаю, пользую. Штука очень удобная. Видео у меня есть на канале, можете найти, посмотреть. А вот эта синяя бочка, это циклон для пылесоса. В этом циклоне оставалась большая часть опилок. Можно, в принципе, к ней приделать и обычный пылесос, не обязательно должен быть строительный или промышленный. В общем, это гораздо удобнее вытряхивать. До 95% всей пыли, всей грязи опилок оседает именно вот в этой синей емкости. То есть в пылесос сам, в мешок или там в бак пылесоса ничего не попадает, ну, то есть попадает 5% всего мусора. Остальное оседает здесь. Очень удобно потом взять за ручки, отнести на мусорку, вывалить и дальше потом использовать. Если опять-таки движемся по противочасовой стрелке, здесь еще одна стена, она у меня ничем практически не задействована. Я решил сюда собрать стеллаж, опять-таки из тех материалов, которые у меня уже были, и заставить этот стеллаж всякими коробками от инструмента, корягами, которые жена собирает весной, неразобранные коробки с уже готовыми всякими поделками. Вот здесь у нас сумка с подносами, которую я показывал, кстати, в одном из роликов. Домики ключницы, все лежит здесь. Здесь еще мой основной осветительный прибор, светодиодная панель и рассеиватель. Если интересно, напишите, я расскажу, какую схему света использую. Ну и раз уж решил показать все, то показываю и самую страшную часть моей мастерской. Это свалка из дерева. Тот материал, который у меня есть для поделок, который я использую, который я периодически перерываю и где все складируется. Все вот так вот здесь все просто навалено, к сожалению, пока стеллажа для материалов я еще не сделал. Ну, если честно, я еще и не придумал, как это все сделать. Что как буду делать, обязательно покажу. Отдельно хочется сказать о системе вентиляции. Когда я только начал здесь обустраивать мастерскую, здесь очень было много пыли. И мне показалось, что если я здесь поставлю фильтры, это как-то изменит ситуацию. Надежд было мало, потому что, если обратить внимание, то весь подвал, стены сделаны из кирпича с очень неплотным раствором и не заштукатурены. Сквозь эти щели бесконечные воздух хорошо гуляет, а где воздух, там и пыль. И эта пыль по подвалу вот так вот перемещается. Поэтому воздушный фильтр, который здесь установлен, особых надежд я на него не возлагаю. Но когда-то сделал для маленького помещения, если оно полностью изолировано, эта штука очень годная, очень рекомендую. Сделано очень просто. Это камазовский воздушный фильтр и самый бюджетный вентилятор. В помещении примерно в 10 квадратов это вполне себе хорошая система фильтрации. Очень все бюджетно. Этот фильтр мне обошелся, по-моему, 450 рублей, а вот этот вентилятор обошелся в 300 с чем-то. То есть в итоге где-то чуть больше 700 рублей вполне себе годная система вентиляции. Если рассматривать уже готовые системы вентиляции, там, например, от Jet, то цены начинаются от 10 тысяч. А здесь даже 1000 не потратил, и вполне себе эффект тот же. Но опять говорю, в моей мастерской эта штука, можно сказать, бесполезная и стоит просто, наверное, для красоты. И есть у меня еще один вентилятор. Так как здесь это подвальное помещение, здесь проходят коммуникации тепловых труб, отопление. Здесь летом еще более-менее нормальная температура, а вот зимой здесь сильная жара. Поэтому вот этот вентилятор я сделал, гофротрубу протянул до улицы, до форточки, и сюда нагнетает свежий воздух с улицы. Не скажу, что это спасает ситуацию, здесь прям прохладно, но чуть-чуть комфорта все равно добавляет. Вот еще хотел рассказать об одной штуке, с которой мне приходится мириться. Это канализационная труба, которая практически посередине мастерской проходит. Ну вот она есть и есть, ее никуда не уберешь, ее не перенесешь, и хорошо, что она тонкая. Ну, хорошо для моей мастерской и плохо для дома. Канализационные трубы, они здесь тонкие, соответственно, чаще засоряются. Все, кто ко мне приходит, шутят, что у меня посреди мастерской шест установлен. Ну, может быть, когда-то он пригодится. Вот, я очень рад, что вы у меня побывали в гостях в моей мастерской. Кстати, когда я делал здесь ремонт, здесь стены были покрашены, вернее, они были вообще ничем не покрашены. Я притащил сюда компрессор с краскораспылителем, покрасил все в серый цвет. Казалось, что это будет симпатичнее. Вот еще раз спасибо большое вам за просмотр. Буду очень рад комментариям.
советом по обустройству мастерской. Может, какая-то идея придет в голову. Обязательно делитесь в комментариях. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Скоро будет 2 интересных проекта, которые я хочу сделать. Обязательно вам о них расскажу. Так что до новых встреч.